В предыдущих сериях Друзья, с вами как всегда Павел Сидорик, и это канал о ремонте и отделке. Теперь уже и о строительстве. В этой серии мы продолжаем работы по фундаменту. После того, как были пробурены все скважины, напомню, что у нас по проекту их 67 штук, нужно сделать расширение внизу каждой скважины, чтобы увеличить площадь опоры на грунт. Для этого используется самодельная насадка для мотобура, которая делает расширение гораздо быстрее ручного. И вспомогательный инструмент для выемки грунта, тоже самодельный. При помощи мотобура делается расширение внизу сваи до 600 мм. По мере того, как лепестки снимают слой земли, они опускаются и расширяют пятку. Насадка для мотобура самодельная, в магазине ее не купишь, но можно заказать у токаря. После того, как свая была расширена снизу, вся земля достается ручным буром. Благодаря мотобуру эта работа делается очень быстро. Таким образом, внизу расширяются все сваи. Пока ребята делают расширение по технологии ТИСЭ, мы с Александром поставили лазерный уровень и померили высоту каждой сваи. Это нужно для того, чтобы посчитать количество бетона, а также высоту каркасов и рубашек. В пятне застройки есть уклон, и сваи получаются разной высоты. Таким образом меряется каждая свая, и высота записывается в план. Метр 40.
Разбежка по высоте от 135 см до 200 см. Как проверить качество сделанной отверстия? То есть правильно мы там все разбурили буром ТС или нет? При помощи вот такой вот штуковины для выемки грунта мы ее опускаем в отверстие. Проводим по кругу. Если трубка шнека доходит до края отверстия, то, соответственно, там внизу разбурено на диаметр 600 мм. Если она не будет доходить, то, соответственно, свая не добурена. То есть внизу основание не расширено до 600 мм. Следующий этап – это изготовление рубашек из гидроизола для свай. Первым делом гидроизол распускается на куски. Гидроизол служит опалубкой для бетона, а также гидроизоляцией сваи. Гидроизол от Технониколь. Внутри находится стекловолокно. Он гораздо лучше, чем рубероид, хотя по цене стоит примерно одинаково. После нарезки куски сворачиваются в трубки и фиксируются степлером. Вот готовая рубашка, она же гидроизоляция для будущей сваи. Как ребята крутят трубки на глаз, без какого-то шаблона, без трубы. Они отрезают длину 155 сантиметров, 5 сантиметров запас для степлера, и 150 это получается ровно в 2 слоя диаметр под 250 сваю. Помимо рубашек нужно еще сделать каркас из арматуры. Для этого используется 10 и 12 арматура. Арматура обрезается болгаркой сразу в стопке, так быстрее. Точно так же режется и проволока. Хомуты гнутся при помощи такого нехитрого инструмента. По проекту у нас каркасы из 4 арматурин, а также есть еще из 3 арматурин. Для удобства работы с каркасами сделали козлики из арматуры. Тут в принципе все понятно без комментариев. Готовые каркасы складываются возле тех пробуренных скважин, где они будут использоваться. Так выглядит тригон – каркас с 3 более толстыми арматуринами.
Таким образом идет рабочий процесс. Тем временем я решил дополнительно утрамбовать дно пробуренных свай. Звук как бетон. Бетон заказывал готовый М300 на щебне. По сваям бетон будет разводиться при помощи тачек. Бетон заказывал с паспортом. Сначала в отверстие заливается бетон, затем вставляется рубашка из гидроизола. Рубашка выставляется по высоте по лазерному уровню. Помогай разгружать, пожалуйста. Они сами заливают. Помогай. Надо же подливать. Друзья, недавно в своем офисе-мастерской мы устанавливали кондиционеры. Благодаря этому период летней жары для нас прошел относительно комфортно. Осталось решить еще одну важную проблему – это вентиляция. В современных квартирах с пластиковыми окнами при закрытых окнах вентиляция не работает вообще, со всеми вытекающими последствиями. Высокое содержание СО2, плесень, головная боль и негативное влияние на здоровье. Не говоря про то, что в городах воздух загрязнен выбросами промышленных предприятий и выхлопами газов автомобилей. Все эти проблемы можно решить с помощью компактной вентиляционной приточной системы Balue One Air ISP200 с двумя режимами работы – приток и рециркуляция. Balue One Air забирает воздух с улицы, подогревает до комфортной температуры, очищая от загрязнений. А в режиме рециркуляции профессионально очищает воздух внутри помещения. Инверторный DC-мотор работает в ночном режиме практически бесшумно.
Шестиступенчатая система очистки устраняет 99% загрязнений. Предфильтр очищает воздух от крупных частиц. Фильтр тонкой очистки класса М5 устраняет пыльцу, споры грибов и плесень. HEPA-фильтр класса H11 задерживает мельчайшую высокоаллергенную пыль. Угольный фильтр задерживает неприятные запахи. В устройстве встроена ультрафиолетовая лампа и генератор холодной плазмы, что поможет избавиться от вирусов и микробов. Место для установки прибора выбрали над батареей, чтобы воздух, выходящий из вентиляционной системы, смешивался с конвекционным теплом радиатора. Это поможет сэкономить электроэнергию. При помощи шаблона определяется местоположение устройства на стене. Для того, чтобы сделать отверстие на улицу, используется установка алмазного сверления. Обязательно наклон отверстия должен быть в сторону улицы, в противном случае может попадать вода в квартиру. Установку прибора делают мои друзья с канала «Вентиляция квартиры и дома». Рекомендую, канал очень интересный, ссылка будет в описании. Все работы выполняются с пылесосом, поэтому установку можно производить в готовом ремонте. В отверстие вставляется утепленная труба. Дальше по шаблону размещается крепление прибора. Сверлится необходимое отверстие. И устанавливается вентиляционная система. Внутри прибора есть крепление к стене. После этого собираются все фильтры и запускается прибор. Управлять системой можно как при помощи компактного пульта, либо через мобильное приложение Homing, которое может управлять всеми климатическими приборами Baloo. Ссылка на компактную вентиляционную систему будет в описании. Как только свая наполняется бетоном, вставляется каркас из арматуры. Наш залетает. 12 лежит. Это залетает. На полтора 12 лежит. Да? Рубашки, которые стоят слишком высоко, подсыпаются ПГСом. Саня, ты вверх-вниз его вот так. Вот. Мы еще... Работа идет быстро, так как заливкой занимается 5 человек и каждый знает, что ему делать. Как вы определяете, сколько лить? На глаз? Это уже... Опыт? Да. Выставляем все столбы сваи. И потом смотрим остаток в миксере. Стоп. Сваи, где уже стоит каркас, заполняются лопатой. Электрический вибратор не используется, так как он разбивает рубашки.
Может подсыпать сначала? Не, он не такой высокий. Ага. Надо сначала хотя бы уровень земли, как на рынке. Если теперь начнешь подсыпать, его включишь. Дрон не дает, дрон прямого не дает. Спас или каркасы ставишь? Да. Каркасы по высоте тоже выставляются по лазерному уровню. К бруску привязан приемник, который сигнализирует о нужной высоте. Точность тут большая не нужна, плюс-минус пару сантиметров. После того, как были выставлены все каркасы, сваи равняются относительно друг друга. Это ребята делают на глаз. Тут тоже большая точность не нужна, так как сверху все это будет накрывать ростверк. Тут на сырого обратно. Слышь? Всё, стоп. Следующий. Тебя. Тут обратно. Стоп. Дальше. Нажимай, нажимай. Дальше. Не трогай. Следующий. Смотри себя. Фотографировать. Еще. Следующий. Еще сюда.
поймал. Заливка у нас продолжалась 2 дня. Утро следующего дня нас встретило инеем на траве. Сегодня второй день заливки. Вчера было залито 37 свай. Сегодня осталось залить еще 30. Осталось залить 37 свай по точно такой же технологии. Ночью был мороз, до минус 1 градуса. Думаю, что на сваях это никаким образом не сказалось, так как они просто не успели замерзнуть. Так, заливка свай закончена. Ребята уехали. По времени потратили на всю эту работу где-то 3 дня. Работала бригада. 4-5 человек было всегда. Сейчас сваям надо набрать прочность. Они должны недельку постоять. И затем будем производить подсыпку ПГС под будущий ростверк. Скорее всего, даже не под ростверк, а засыпем все. Основание здесь глина, оно реально ходишь как по асфальту. Будем засыпать все, потом выставлять ростверк и, соответственно, уже заливать ростверк. Надо это все сделать, успеть сделать до морозов. Некоторые сваи не дозаливались. Это сделано для того, чтобы мог проехать погрузчик. Они согнутся, он проедет, засыпет песок, они потом будут доливаться. Здесь ворота оставили, здесь ворота оставили и здесь ворота оставили. Арматура тут 8, ее можно согнуть, но внутри, вот за подлицо, здесь еще дополнительно 12 стоит. Стоимость работы и материалов. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Продолжение следует. Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.